Путешественники побывали в Тутракане и на обратном пути закупились в областном центре запасами корма для сельских кошек. Приближался Новый год, к которому я почти всегда ставил настоящую елку. Но спустя 8 с лишним месяцев после запроса политического убежища, вернее международной защиты, и после 2,5 месяцев пребывания в Болгарии, где, в отличие, например, от соседней Румынии, не предусмотрено никаких пособий, наше финансовое состояние стало совсем тяжелым. Так что, к удивлению местного кота, в этот раз новогоднее дерево я делал из подручных материалов. Но не пропадать же празднику. Вскоре у нас закончился газ, но порывшись в поисках электрочайника в комнатах и на чердаке деревенского дома, в который нас пустили пожить добрые люди, я обнаружил сделанный в СССР самовар, который, как и положено советской технике, оказался массивным, надежным, но работал медленно и вряд ли был экономичным. Так что в любом случае требовался газ, но так как в Сваленнике своя точка обмена баллонов отсутствовала, предстояло добраться до ближайшей газовой заправки в селе Коцелово. Это примерно в 10 километрах. К счастью, во время последней поездки в город мы сняли с карты деньги, честно полученные Дашей от найденных ей иностранцев, желающих, несмотря ни на что, изучать русский язык. Работать, как раньше, по российской школьной программе, наполняющейся пропагандой развязанной страной войны, она принципиально не хотела. Автобусов между селами нет, но если бы они и ходили, перевозить баллоны с газом в них запрещено, а о такси с нынешними доходами не могло идти и речи. Так что мы отправились в Коцелово пешком, наслаждаясь по ходу прогулкой на свежем воздухе. Тем более, мое время сейчас вообще ничего не стоило. После начала войны я закрыл оба IT-проекта в России, а найти для себя занятия в Европе еще не успел. Почти сразу после иммиграции стали действовать ковидные ограничения, которые очень сильно выбили меня из привычной жизни. Да и сейчас я не представлял, чем заниматься. Программистом мне пришлось стать после аннексии России Крыма, потому что, отказываясь произнести фразу «Крым наш», я не имел больше возможности продолжать заниматься телевидением, где хотел работать с детства, несмотря на огромные усилия родителей по выбору для меня физмат-направления, освободиться от которого получилось только после того, как я поступил и почти сразу бросил аспирантуру. Даше было проще, она уже успела получить второе образование по направлению, которое, в отличие от первого, ее действительно интересовало. А здесь, на заправке, возможно, и нашла себе еще одного ученика. Правда, официально мы еще 2 недели не имели права на трудоустройство. Интересно выходит. Первые 3 месяца после обращения за статусом беженца работать нельзя, но при этом жилье не предоставляют даже в лагере, пособия не предусмотрены. Хорошо, что Болгарский Красный Крест регулярно оказывает помощь продуктами, предметами первой необходимости и одеждой, так что можно жить. Ну и по возможности стараться и со своей стороны делать что-нибудь хорошее, хотя бы правильно поставить указатель, чтобы любой оказавшийся здесь впервые и без навигатора автомобилист смог доехать до села Сваленник, приютившего нас в достаточно сложный и неожиданный период жизни и давшего возможность вместо того, чтобы становиться бомжами и обживать ближайший вокзал и коллектор, накопить сил, чтобы потом на максимум использовать окно возможностей, которое рано или поздно откроется, ведь несмотря на все трудности, издержки и будущие потери, в феврале этого года, когда нужно было делать осознанный и ответственный выбор, мы смогли оказаться на стороне добра. На следующий день после похода за газом мы вновь отправились пешком. На этот раз в село Червин, также расположенное километрах в 10 от Сваленника. Теплая декабрьская погода способствовала прогулке. И менее чем через 2 часа мы увидели крепостную башню над отвесной скалой и поселение, расположенное в ущелье, сформировавшемся за счет течения Черного Лома, еще одного притока Русинского Лома, а затем и Дуная. По исследованиям археологов, в XII-VI веках до нашей эры здесь жили фракийцы, затем римляне, державшие небольшое укрепление для охраны моста через реку и пересекавшихся в нескольких километрах отсюда дорог.
В VI веке нашей эры владевшие тогда этими землями византийцы возвели на скале, являвшейся и без того хорошим естественным оборонительным сооружением, мощную крепость. Впоследствии она вошла в состав Второго Болгарского царства и стала одним из крупнейших его городов, пик расцвета которого – 12-13 столетие. Через восточные ворота мы зашли во внутренний город. Крепостные стены имели высоту до 10 метров, но ими был обнесен не весь периметр, а только те его части, которые недостаточно защищались отвесными скалами. Во времена расцвета Червина он был достаточно плотно застроен двух- и даже трехэтажными домами. Центральная улица шириной в 2 метра проходила с востока на запад, через внутренний и внешний город. Общая протяженность защищенной части поселения достигала 835 метров, при ширине от 50 до 125. В те времена православие было очень важной частью повседневной жизни, поэтому храмы строились в большом количестве. В настоящее время археологи обнаружили здесь 16 церквей, как еще с византийской эпохи, так и построенных уже при османах. В наиболее защищенной части внутреннего города, отделенного от внешнего крепостной стеной и единственной сохранившейся до нашего времени практически целиком башней, располагалась цитадель, обнесенная наиболее мощными укреплениями, внутри которой находился замок правителя. Но ни естественные, ни искусственные преграды не могли защитить крепость от неприятеля. Ее брали в середине XIII века татары, вскоре византийцы, а в 1388 году, пожалуй, в последний раз, османы. После этого жизнь в городе еще какое-то время продолжалась, но, как гласят легенды, большинство жителей перебралось в Русчук, сейчас это областной центр Руси. Среди руин заметно выделяется церковь, которой археологи присвоили номер 2. Ее стены имеют намного более сложную, чем обычно, форму, сложены и из кирпичей, и из камня. Отличалась от других храмов она и крышей, сделанной из оловянных листов, тогда как остальные были покрыты черепицей. Стояла церковь возле башни, входившей в оборонительную линию, отделявшую внешний город от внутреннего. Во внешнем располагались основные жилые кварталы и мастерские. В Червине были хорошо развиты различные ремесла, и многими изделиями, строительными материалами, одеждой, мебелью, ювелирными украшениями город не только обеспечивал себя, но и осуществлял торговлю с соседними регионами. Активно велась добыча имевшейся здесь железной руды, выплавка и обработка железа. На высокий статус города указывало и то, что он был центром епископства, а здешние митрополиты упоминались сразу после преславских. Сохранившаяся башня уникальна не только для этой крепости, но и для всей страны, так как это единственное дошедшее до нашего времени подобное сооружение эпохи Второго Болгарского царства. С южной стороны, где скалы наиболее отвесные, оборонительных стен не было. Сейчас в низине на обоих берегах реки расположено село Червин, в сравнительно недалеком прошлом достаточно большое, со своей школой и детским садом, а сейчас с 200 зарегистрированных жителей. На довольно высокую гору мы поднимались уже на застопленном внизу полноприводном ЗИЛе-131, разработанном в Советском Союзе в 60-х годах, используемом здесь в качестве лесовоза. Помнится, на чем-то подобном доводилось много путешествовать по Архангельской области, Сибири, Камчатке. Правда, это было давно, еще до эмиграции. А с этой войной вообще не представляю, доведется ли еще когда-нибудь побывать в тех краях. Зато, имея опыт таких прошлых путешествий, у меня не возникло вопроса, зачем из системы охлаждения двигателя сливать воду, если машине предстоит оставаться холодной при температуре ниже нуля. Завершив дела на автобазе, Иван поехал дальше на легковушке, причем через сваленник.
Он владел несколькими подобными лесовозами и хвалил советские машины за надежность и неприхотливость, но жаловался, что из-за санкций, введенных после начала войны, все тяжелее найти к этим зелам запчасти. Из-за тех же событий и мне все сложнее было найти учеников. Интерес к русскому языку падал. Я достаточно хорошо понимала, из-за чего это происходит и во что может вылиться, но также осознавала, что на происходящее уже никак не повлиять. А вот исправить то, что у нас на кухне появилась крыса, я решила, что смогу. И привлекла для этого уличную кошку Симку, покормив ее предварительно, чтобы она почувствовала себя как дома. Но мое гостеприимство, видимо, было излишним. Наевшись и оказавшись в тепле, пушистый хищник только искоса посмотрел на ничего не боящегося грызуна, потянулся и пошел отсыпаться. Я в это время замышлял, планировал и осуществлял преступления, предусмотренные совсем недавно принятыми статьями 280.3 и 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. После долгих раздумий, все-таки решив выложить на YouTube рассказ о том, каким я увидел первый день войны. Но, как известно любому патриоту и зрителю Первого канала, Россия не ведет войну с Украиной, а ее вооруженные силы не бомбят украинские города. Соответственно, выходит, что если своими глазами ты видел нечто другое, то за это другое может грозить до 3 лет. В середине декабря на центральной площади Сваленника начался праздник. Женский хор пел про коледу, как сейчас на болгарском языке называют Рождество Христово, а мужской исполнил колядки. На сцене появился Дед Коледа, в которого перевоплотился советский новогодний волшебник Дед Мороз после падения в Болгарии коммунизма. Дети, которые чаще всего приезжают в село вместе с родителями только на выходные, как на дачу, его поприветствовали, и елка зажглась новогодними огнями. В следующем выпуске путешественники посетят древнеримскую речную военную базу на Дунае в городе Русе и отправятся к Черному морю.